Please make yourselves comfortable. Пожалуйста, сядьте поудобнее. You've switched. Now she's in the light. Вы поменялись, теперь ваша подруга находится в свете. Please make yourself comfortable. Sit on the carpet. There are some cushions, a few cushions around. There are some benches. There are also some pillars or back walls that you can rest on. Please make yourself comfortable. Еще раз мы хотели бы попросить вас сесть удобнее, как можно более удобнее. Вы можете облокотиться об стены, вы можете облокотиться об столбы, вы можете взять себе подушки, у кого есть, можете сесть на скамейки, потому что нам долгое время придется сидеть, поэтому сядьте сразу удобнее, максимально удобно. And the particular piece of property that you're sitting on right now, about 1 meter squared, you don't own it. И, в принципе, вот как раз вот вы сидите, и вокруг вас пространство в радиусе квадратного километра как раз. Ой, квадратного метра. You can move. И таким образом, чтобы вы могли двигаться, когда вам необходимо. So later, if you feel like sitting on a bench or getting up against a wall or a pillar, please feel free to move. И когда вы будете сидеть, облокотившись ли об столб или просто вот вы сидите, вы можете двигаться. Не надо сидеть в одной позе и застывать. Remember, we're at a picnic. Помните, что мы с вами на пикнике. So today we'll continue with our practical guidelines for meditation. Сегодня мы продолжим с вами практический курс медитации. And I thought where we would start is to kind of settle the mind. Let's do an opening meditation, just like we started yesterday with, following our breath. И вначале давайте с вами проведем предварительную медитацию, которая успокоит наше сознание. Эта медитация будет такая же, какую мы проводили вчера медитацию, то есть мы будем исследовать наше дыхание. Мне кажется, что многие знакомы с этой медитацией. Может быть, здесь присутствует, по-моему, всего несколько человек, которые сегодня пришли только первый раз. И очень кратко я ее объясню, и после этого мы начнем. И мы будем делать шаматху или медитацию сфокусированную однонаправленно. Мы будем фокусироваться на нашем уме, который будет сфокусирован в свою очередь на дыхании. И мы будем, объектом фокусировки будет наш нос, наши ноздри. Наш рот будет закрыт, и мы будем естественным образом дышать через нос. И будем фокусироваться на чувствах, тех чувствах, которые у нас возникают. На тех чувствах, которые возникают, когда при движении воздуха в нас и выходящего вне. And when we get distracted, we're going to bring our attention back to that sensation of the air going in and out. That sensation at the bottom of the nose. И когда мы будем с вами отвлекаться от этого, мы будем снова возвращать свою фокусировку на ощущения, возникающие от движения воздуха через наш нос. Это понятно? И обычно, вы знаете, мы совершаем данную медитацию с открытыми глазами. И взгляд направлен вниз вот таким вот образом. Хорошо? Пожалуйста, медитируй.
we're doing the meditation following our breath, like we started yesterday. Мы будем делать медитацию исследования дыхания, как вчера.
Заканчиваем медитацию. I think we're starting to fly. Sorry? Just came out. I think we're starting to fly. Мне кажется, мы начали летать. We went 20 minutes. Мы сидели 20 минут. I didn't hear any snoring. Я был здесь. And people, by and large, was quite focused, it seemed to me. И мне кажется, что люди были очень сконцентрированы. So this is wonderful. И это чудесно. Now, your experience may be a little different. Но, с другой стороны, ваш личный опыт каждого мог быть немного отличаться. Maybe your mind was racing all over the place. Может быть, ваш ум, он передвигался везде. Or maybe you were fighting the feeling to get back and snuggle in the bed. Может быть, у вас возникло ощущение, что вы снова вернулись в кровать. It's okay. Это нормально. That's actually what meditation is all about. Это все то, что и есть медитация. It's kind of, gently disciplining our minds. Очень мягкое дисциплинирование своего ума. We had enough sleep last night. Today we're here in the meditation course, so we don't need to go to sleep. И вчера, я надеюсь, все выспались хорошо. И здесь мы для того, чтобы заниматься медитацией, мы надеемся, что вы не будете засыпать. We tell ourselves. Мы сами себе должны это пообещать. This is training. Потому что это обучение. It's like the runner who says, okay, I'm going to practice on getting out of the starting block quicker. И это то же самое, как и бегун, который сам себе дает зарок бежать еще быстрее. And so she works on getting out of the starting block quicker. И он работает над этим, чтобы суметь бежать еще быстрее. Disciplines the body. Он дисциплинирует свое тело. We're doing the same thing, Мы делаем то же самое, but we're working primarily with our minds. но мы работаем с той лишь разницей, что мы работаем со своим умом. To discipline these minds that have been like wild elephants for so long. Чтобы дисциплинировать свой ум, подобный дикому слону. And I'm sure many of you are familiar with the painting which depicts the 9 stages that we go through as we discipline our minds and finally attain shamatha. И я уверен, что многие из вас знакомы с этим изображением графическим шаматхи и 9 ее ступеней, через которые мы проходим, когда мы начинаем дисциплинировать свой ум. It's a kind of path that kind of starts at the bottom of the painting and sort of weaves around, makes several curves. Все вы знаете, что там изображена извивающаяся дорога. And at the lower part, at the beginning of the path, we have an elephant that's usually painted dark, either gray or black. И в самом начале, внизу этой картины, там изображен слон. Обычно он изображается черного цвета. And nearby is a monkey. И рядом с ним стоит монах. The monkey is usually depicted in black. Обезьяна, вернее. И обезьяна также, она изображена черным цветом. And sometimes there's also a bird И иногда изображается птица, depicted in black. также черного цвета. Then, as the elephant begins to walk on the path, И когда слон начинает двигаться по пути, this is the path of training our minds or disciplining our minds to attain shamatha. этот путь — это тренировка или дисциплинирование нашего ума для обретения шаматхи. A little further up the path, we see the same elephant. И
при продвижении по данному пути мы видим того же самого слона and the same monkey and bird. и ту же самую птицу и обезьяну. And now they're depicted again in black, but a small portion of each of the animals is white. И также они изображены черным цветом, за тем лишь исключением, что какая-то небольшая часть их начинает белеть. And the white represents beginning taming of the mind. И белый цвет изображает, именно обозначает, что мы начинаем захватывать контроль над умом. And then we go further up the path. И когда мы дальше продвигаемся по пути, There's a third elephant. There's a third elephant. И получается, мы видим третьего слона. And also monkey and bird. Также и птицу, и обезьяну. And by now, a good part of the elephant, monkey, and bird is white, but still most of it is black. И третье изображение, которое рисует нам этих трех товарищей, они уже довольно-таки обелены, хотя большая часть их все равно остается черной. This third elephant maybe half black, half white. И примерно можно сказать, что они наполовину белый, наполовину черный. And then we go a little bit further up the path and we see a fourth elephant. И когда мы продвинемся дальше по пути, мы увидим изображение четвертого слона. And monkey and bird. И обезьяны, и птицы. And now the monkey is sitting on top of the elephant. Но сейчас обезьяна, она сидит на спине слона, изображается так. And the monkey and the elephant are painted as almost all white. И они практически полностью белыми изображаются. And the bird sitting on top of the head of the elephant. И птица, она сидит на голове слона. And then we go further up the path and we find the fifth elephant. И когда мы дальше посмотрим по пути, мы увидим изображение пятого слона. Now the monkey and the elephant and the bird are painted all white. И они все полностью изображены белыми. The monkey and bird are resting very comfortably on the back and the head of the elephant. И обезьяна и птица очень так комфортно располагаются на спине и голове слона. And the elephant is actually now being held by a rope with a monk in front. И теперь здесь появляется изображение монаха, который держит слона. The elephant has been quite tamed, И слон весьма послушен здесь, but not yet fully. но не полностью. Same thing for the monkey and the bird. И то же самое относится к обезьяне и птице. We go further up the path. Мы смотрим дальше. There's a sixth elephant, Шестое изображение слона, monkey and bird, а также обезьяны и птицы. all looking very peaceful, Все выглядят очень умиротворенными, painted all in white, полностью белые. with a monk leading the elephant, И монах ведет спереди уже слона. and then a seventh and an eighth, И седьмое и восьмое elephant, monkey, and bird. изображение этих трех, They're looking more and more peaceful, они выглядят все более и более умиротворенными, more and more bright, более светлыми. again being held by by a monk. Их также ведет Elephant being held by a rope that goes to the elephant. Монах также их ведет за собой. And now we start to see 5 colors emanating from the elephant, monkey, and bird. И теперь мы видим 5 разных цветов, которые исходят из слона, обезьяны и птицы. We come to the top of the painting at the end of the path, and at that point, again, we see these 3 animals painted in white, very peaceful. И мы таким образом подходим к концу дороги, которая нарисована, и она располагается на самой вершине этого изображения. И мы видим здесь слона, обезьяну и птицу полностью белыми. With the five colored lights emanating from the animals. И из них исходит пятицветие. And now the monk who had held a scarf, who was paying respects to the 3 animals on the 9th depiction of the animals, he's now flying in the sky, holding the scarf. И тот монах, который сопровождал
этих трех животных, постоянно либо догоняя их, либо ведя уже в поводу слона. Теперь он изображается летящим в небе. Representing the clairvoyances that are naturally attained when we achieve the 9th stage of shamatha. И это изображение летящего монаха символизирует ясновидение, которое мы обретаем естественным образом, достигая 9-го уровня шаматхи. So most of us are probably like that first elephant on the beginning of the path that's still painted mostly black with a little bit of white. И мы с вами, скорее всего, относимся вот к изображению первому слона, который практически полностью черный, и лишь какая-то небольшая часть у него белая. Но, возможно, некоторые из нас немного больше обрели контроль над умом. И мы можем быть вот этим вторым или третьим слоном. Второй слон, он большей частью отвлечен от объекта, но какое-то время ум может пребывать у него на объекте медитации. И третий слон, он находится большей частью на объекте, концентрируется, но иногда, тем не менее, он отвлекается. Но может быть также кто-то из нас, который находится, из здесь присутствующих, кто находится на 4-й стадии, когда ум постоянно пребывает на объекте, но иногда он многофункциональный становится. То есть что здесь происходит? Когда наш ум установлен на объекте, тем не менее, иногда он может сразу же думать о двух вещах, то есть об объекте медитации и о чем-то другом. И когда это происходит, когда мы устанавливаем свой ум на объекте медитации, на 4-м уровне, мы начинаем чувствовать, что наше тело становится более легким, и мы можем чувствовать некое наслаждение в процессе медитации. И также эти ощущения могут оставаться также после завершения нами медитации, постмедитационный период, так называемый. И я хотел бы теперь с вами начать изучение другого вида медитации, шаматхи, с вами. И этот вид медитации, он пришел из тантры. Но данный вид медитации, он не требует посвящения. Мы можем сделать это вместе. Суть этой медитации — это любовь и мудрость. И что мы будем с вами визуализировать у себя в сердце, это ваджра. Можете его толкнуть? Нет, не надо колокольчик. Ваджра. Нужен. So what we're going to visualize at our heart is a vajra or a dorji. It looks like this. Вот примерно такую пятилепестковую ваджру мы будем с вами представлять у себя в сердце. Наверное, все вы знаете, что это такое.
that is kind of standing. И мы будем ее визуализировать именно в таком положении, чтобы она стояла. And it's going to be sitting on kind of a, a foundation. И она будет стоять на базе определенной. And that foundation is going to be a moon disk. И базой будет лунный диск. And the moon disk is white in color. И этот лунный диск, он белого цвета, As is the Vajra, both. как и ваджра. And kind of a moon-like white. И таким образом получается, что практически белая, как луна. A little bit shimmering, a little bit shiny. И она производит небольшое свечение, как бы. Kind of a silver white. Немного даже серебряный белый цвет, серебристого цвета. And it'll be transparent, a little bit like a crystal. И она будет немного прозрачная, как кристалл. Both the Vajra or the Dorji and the moon disk underneath. И они должны быть одинаковы по качествам, и ваджра, и тот диск, на котором ваджра стоит. And the moon disk underneath will just be a flat circle that has a slight thickness to it. И диск будет из себя представлять полный круг, немного выпуклой формы. And the size will be a little bit like this. I'll show you with my hand. И размер я вам сейчас покажу рукой, примерно какой должен быть. Он сейчас покажет. Он еще не показал, я не могу показать вам. So this napkin I've represented is like the moon disk, roughly that size in proportion to the Vajra. И вот примерно вот такого вот размера должен быть лунный диск, который представляется нам в виде вот размером с салфетку, вот эту вот сложенную, на которой стоит ваджра. И с другой стороны у нас есть выбор с точки зрения размеров. If you feel like your concentration, focused meditation is quite good this morning, если вы чувствуете, что фокус вашей концентрации при медитации очень хорош сегодня утром, then you can meditate and visualize this Vajra and moon disk as being the size of a sesame seed. и в таком случае вы можете визуализировать и ваджру, стоящую на этом лунном диске, размером с зернышко. Inside the central channel, внутри вашего центрального канала, at the heart chakra. В сердечной чакре. That's not easy. Это нелегко. So for most of us, we'll visualize this Vajra and a moon disk about the same size as this Vajra. Но большая часть из нас будет, наверное, представлять ваджру вот примерно такого размера, как и эта ваджра. Roughly the size of your thumb. То есть примерно размером с ваш большой палец. And then the moon disk will be horizontal underneath it, just like this. И мунный диск будет располагаться горизонтально, вот таким вот образом. Should Vajra touch the moon disk? The Vajra is sitting just very lightly on the moon disk. It's not sort of, embedded in it, just very lightly touching it. И ваджа, она очень слегка, вернее, касается этого лунного диска. Она не должна в нем утопать. Now this Vajra and moon disk are actually made of light. They're not solid like the one I have in my hand right now. И ваджа и лунный диск, они должны иметь светоносную природу. То есть они не должны быть вот такого материально плотного качества, как эта ваджа. As I mentioned before, silver white in color. Как я сказал ранее, серебристо-белого цвета. And transparent. И очень легкий. She would like to look on the vajra a little bit. Please.
The Vajra, let me describe the Vajra to you. Давайте я немного объясню, что такое ваджра вам. There's a central spoke running from the top to the bottom. В ваджре существует центральная ось, которая проходит через всю ваджру. And then on the top and the bottom, there are 4 spokes. И также 4 лепестка существуют сверху и снизу ваджры. And these 4 spokes touch at the top И они соединяются верхушками, and touch at the bottom. и сверху и снизу, и получается как бы зеркальное отражение, и сверху и снизу. The central spoke goes a little beyond where the 4 spokes touch at the top and the bottom. Центральная спица, она немного выходит за вот эти вот соприкосновения 4 других, и получается, что она немного выступает и сверху, и снизу. And in the center of the Vajra, there's a ball. И в центре ваджры шар находится. You can see it here. Вы можете его видеть здесь. And now each of these 4 spokes on the top and the bottom, towards the middle, they rest on a lotus. И каждый из этих, вернее, все вот эти 4 лепестка, которые соприкасаются сверху и снизу ваджры, они покоятся на лотосе. So let me now again summarize. We'll go from the very top of the Vajra and we'll work all the way down to the bottom. То есть, таким образом, мы должны ее представлять с самого верха до самого низа. So at the very top, we have that central spoke. И наверху мы видим вот эту центральную ось. Moving down slightly, we have the 4 spokes that are surrounding it, like this. И вот если сверху мы будем смотреть, то сначала выступ спицы центральная, затем сочетание вот этих 4 лепестков. And where it starts, these 4 are joined together like this. И они соединены таким вот образом. It gets broader, and then they come together again. Они затем расширяются и снова соприкасаются. All of that is sitting on a lotus. Все это покоится на лотосе. And then we have the very center of the Vajra, which is like a ball. И затем мы видим центр ваджры в виде шара. And the lower half is a mirror image. И нижняя часть, она зеркально отражает верхнюю. So below the ball will be another lotus. То есть под шаром будет другой лотос. Then the 4 spokes. Затем соединение 4 лепестков. And at the very bottom, the 4 spokes join. И снова вот это расширение, и внизу опять они снова сходятся. And then at the very bottom, we have a little bit of an extension of that central spoke. И затем за сочленение этих 4 лепестков немного выступает вот эта центральная спица снова. So that's the Vajra or the Dorji. Это и есть ваджра, или на тибетском дорджи. The moon disk is round. Лунный диск, он круглый, And it's horizontal. горизонтально расположен. And it has a little thickness, not much, a little thickness to it. И она немного такая выпуклая, не сильно, конечно, но тем не менее она присутствует. And it's the same color as the Dorji, as the Vajra. It's kind of whitish silver, like the moon. It has a little shine to it, a little bit shiny. И она такого же цвета, этот диск такого же цвета, то есть серебристо-белого, и все это немного испускает свечение. Now, what we're going to do is we're going to visualize our Lama in front of us. Что мы будем делать? Мы будем визуализировать своего учителя перед нами. If you don't have a Lama, you can use Shadin Rinpoche, Talutuku, or you can use His Holiness the Dalai Lama. Если у вас нет своего личного учителя, вы можете использовать изображение ментальное Телотулку Ринпоче, либо его Святейшество Далай-ламу. And their form is not going to be in their ordinary form that we usually see with our eyes. И форма их не будет не вполне такая, какими мы видим их в обычной жизни. Their form is going to be Vajradhara. Они будут в виде ваджрадары. Vajradhara will be sitting Ваджрадара будет восседать with the legs in a lotus, full lotus position. в полной позиции полного лотоса, то есть с полностью скрещенными ногами, Dark blue color. темно-синего цвета. And embracing him will be his
his female partner, и он будет вместе со своей ваджрной супругой, also one face and two arms. также одноликую и с двумя руками. And she will also be blue, but a little bit lighter color blue. Она также будет синего, но немного более светло-синего цвета. And this is actually our lama. И это будет действительно нашим учителем ламой. So we kind of think that way. То есть нам необходимо думать так. And our lama will be in front of us. И лама будет напротив нас. Not too close to us, somewhere a little bit further away, but not too far. Не слишком близко к нам, немного в отдалении, но и не слишком далеко. And our lama will be slightly above us, И лама будет немного выше нас, sitting on a blue lotus. восседающим на синем лотосе. And what's going to happen is, we're first going to imagine this Dorji and moon disk at the heart of our lama in the form of Vajradhara. Что мы будем делать? Мы должны представлять вот эту вот ваджру на лунном диске, находящемся в сердце Ваджрадхары, который является по сути нашим учителем. And then I'm going to recite Om Ahum После этого я буду говорить Ом Ахум several times несколько раз as a replica в качестве реплики of the Dorji Дор Vajra Ваджи, comes from the heart of the Lama and enters our heart. которая выходит из сердца нашего учителя и входит в наше сердце. And then I will we'll take a slight pause, И после этого мы сделаем небольшую паузу. and I will say to you, I'm again going to recite Om Ahum several times. И я снова несколько раз повторю Ом Ахум. And as I do that, I want you to visualize a replica of the moon disk. Again, these are white, like the shiny moon, and silvery white. A replica of the moon disk coming from the heart of Vajradhara, who is actually our Lama, and entering our heart and sitting as a base to that Vajra. И когда я это буду повторять, я хочу, чтобы вы визуализировали, что этот лунный диск исходит из сердца учителя и входит в наше сердце и становится основой для ваджры. And the order that we'll do it, first the moon disk will come to us. И, в принципе, каким образом мы это делаем, сначала будет входить в лунный диск, And second, the Vajra. и второе это ваджа. And I want you to think one more thing. И я хочу, чтобы вы еще кое о чем подумали. The moon disk represents bodhicitta, Лунный диск, он представляет собой бодхичитту, and the dorji represents shunyata, wisdom. и дорджи или ваджа, она представляет нам пустотность или мудрость. Is it clear? Это ясно? If you have a question as to what we're going to do in the meditation, please ask now. Если у вас есть вопросы, каким образом мы будем делать медитацию, пожалуйста, спрашивайте. I'll guide you as we go through the meditation. I will guide you. Я буду также говорить вас, я буду вводить медитацию. Yes, very good question. There's two ways to do this. You can receive the moon disk and the vajra directly from your to your crown, and then it goes down your central channel to your heart. That's one way. Да, действительно, существует два способа визуализировать, каким образом лунные диски ваджра входят в нас. То есть первый путь, первый вид, мы представляем, что ваджра с лунным диском проходит у нас через центральный канал, через отверстие брахмы наверху. The other way is it comes direct from the heart of the lama directly to your heart. И второй способ — это визуализировать, что прямо непосредственно из сердца в сердце идет передача. So you can choose whichever is most comfortable. Вы можете выбрать, что для вас более подходящее. Any other questions before we start? Еще вопросы? Good. Some of you have done this before. Хорошо. Некоторые из вас уже это делали, наверное, ранее. Particularly if you've been, when some of the lamas come here to the hurl in the lista, they'll give initiation, and this is sometimes part of the initiation process. Да, действительно, наверное, некоторые учителя, которые приезжали в ваш хурул, они давали посвящение, наверное, тантрические в том числе, и вот этот вид медитации, он является частью посвящения, в принципе.
Some of you have gone other places, maybe India, and received initiations from His Holiness the Dalai Lama or other lamas, and you've received this as part of the initiation. И, возможно, некоторые из вас ездили в Индию, там получали разнообразные посвящения, в том числе и посвящения, дарованные его святейшеством Далай-ламы, и это также было частью посвящений. The purpose of this meditation is to refresh our understanding of bodhicitta and shunyata wisdom. Для чего мы делаем подобного рода медитации? Это для того, чтобы освежить наше понимание бодхичитты и мудрости в виде постижения пустотности. And then when we're finished with the meditation, we try to keep that dorji and the moon disk, keep it in our hearts. And every so often we reflect on it. Oh yes, I have this wisdom and this compassion inside of me in my heart. И после того, как мы получим ваджу и лунный диск от нашего учителя, который будет пребывать в нашем центральном канале в сердечной чакре, мы должны пребывать на этом, мы должны визуализировать ваджу и лунный диск в нас самих для того, чтобы укрепиться в этом понимании бодхичитты и шуньяты. Now, just before we meditate, if you'd like, I would like you just very quietly to stand up and kind of just, loosen your body up a little bit. Take a minute or two and then sit right back down. И до того, как мы приступим к медитации, я бы хотел, чтобы вы немного встали, пошевелились, разогнали кровь, и после этого, в течение минуты-двух, и после этого мы снова сядем и начнем медитировать. If you like, you don't have to. They like it. Представите учителя перед собой, своего, в виде ваджадары. Ваджадару знаете? Я не знаю, я знаю. Будда синего, ваджатара и есть это. Другое слово говорите, я Ваджатхара, изучаю да. где-то месяц. Ваджатхара где-то. Поэтому как-то я боюсь, что у меня ничего не получится. Не бойтесь, он будет сейчас будет говорить поэтапно. Он будет сейчас говорить поэтапно. Не, он будет сейчас поэтапно говорить. Сейчас представляем это. Будем представлять. После этого будет говорить. Сейчас представляем это. She didn't understand clearly all this. Can she just sit quietly and just try to meditate a little bit? Yes, if you sit quietly, then try to meditate on bodhicitta and wisdom best you can. Если вы будете, если вы не поняли ничего, то можете, да, действительно тихо сидеть и пробовать медитировать на бодхичитту и шуньяту, как лучше, как можете, да. А это самое, которое вы сказали, что я в сердце должна, это ваджу и это самое, она величиной Если вы, из рисового зернышка, да? да, если вы сможете. Если вы сможете. Ну, Но это тяжело будет. Если тяжело, то давайте вот таким размером просто ограничимся. И всё. Обычно. Пожалуйста, садитесь. буду вот это же мой коренной учитель, да? Хорошо. Да, он коренной учитель в образе Будды Ваджрадара тоже. Не, я представляю своего коренного образа. Можете? Можно? Конечно. If the meditation is too complicated for you and you feel you can't do it, then you can just meditate on love and compassion, the full form bodhicitta, and best you can on the shunyata, the wisdom. А если вы чувствуете, что для вас это трудно визуализировать все данные компоненты, допустим, вы можете просто медитировать на любовь и сострадание, на порождение бодхичитты с помощью четырехчленного метода, либо на постижение пустотности изо всех сил. And if you have trouble visualizing your lama in the form of Vajradhara, don't worry about it. И если вам трудно представить своего коренного учителя в образе Ваджрадары, Будды Ваджрадары, пожалуйста, не беспокойтесь. You can just imagine that the Vajra
and the moon disk is coming from your lama. Вам просто необходимо воображать тогда, визуализировать то, что ваджа и лунный диск просто выходят из вашего учителя, и вы его получаете. Okay, so let's meditate, please. Давайте начнем медитировать. I'll guide you. Я вас буду вести в медитацию. Please sit with your back straight, Выпрямьте вашу спину, with your mouth closed, закройте ваш рот and with your hands like this. и сделайте руки следующим образом. Put your thumbs together, pointing up. Сведите ваши большие пальцы вместе и поднимите их вверх. Не вперед от себя, а вверх. Eyes open, Глаза открыты, glancing down like this. взгляд направлен вниз. Вот таким вот образом. Now I want you to imagine that your lama is in front of you, maybe a few meters away. Теперь я хочу, чтобы вы представили своего учителя перед собой, Slightly above you, немного выше вас. and I will recite Om Ahum several times, Я буду произносить Ом Ахум несколько раз. and imagine that a duplicate of the moon disk at the heart of the Lama is coming to you and sits inside your heart chakra. И когда я это буду произносить, воображайте, что дубликат той ваджи и лунного диска, который есть в сердце ваджи, он выходит, вы его получаете, и он устанавливается у вас в сердечной чакре. And as that happens, please imagine that bodhicitta is filling your heart. И когда это произойдет, пожалуйста, прочувствуйте, что бодхичитта наполняет ваше сердце. Please reflect or meditate for a short time on bodhicitta. Пожалуйста, некоторое время медитируйте на бодхичитте. This full form of universal compassion. 4 безмерные. Please meditate on bodhicitta. Пожалуйста, медитируйте на бодхичитту, With a moon disk, a white silver moon disk at your heart. которая представляется лунным диском, излучающим серебристо-белое сияние. Representing the bodhicitta. И это представляет собой бодхичитту.
Теперь медитируем на сострадание. relieving suffering of others and yourself. Мы освобождаем страдания от страданий других и самого себя. And then realize that we're limited in what we can do. И далее воображаем то, что мы можем действительно сделать. And therefore we make the deep wish to practice to become a Buddha. И мы утверждаемся в желании действительно стать реализованным Буддой, So we can be much better at relieving suffering. для того, чтобы мы стали совершенными в избавлении от страданий. So please reflect that way and meditate for a few more minutes. Пожалуйста, представляйте это и медитируйте несколько минут. And now please imagine at the heart of your Lama in front of you, И теперь в сердце вашего ламы, который находится перед вами, вообразите a white silver vajra standing upright, белую ваджу, бело-серебристую ваджу, которая стоит прямо. and as I recite Om Ahum И когда я буду произносить Омахум several times, несколько раз, imagine a duplicate of that vajra from your Lama at his heart comes and enters your heart. воображайте, что двойник той ваджи, которая в сердце вашего учителя, переходит к вам в сердце и устанавливается. Om Ahum, 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 Om Ahum. Now imagine that white silver vajra at your heart in the nature of wisdom. И теперь воображайте, что бело-серебристого цвета ваджа, символизирующая мудрость, находится у вас в сердце. This is the ultimate bodhicitta. Это абсолютная бодхиситта. And please reflect to the best of your ability on this wisdom and meditate on the wisdom for a few minutes. И теперь как можно лучше медитируйте на мудрость. If you have some background in the Buddhist wisdom, Если у вас есть какие-либо знания по поводу буддийской мудрости, you can reflect like this. вы можете размышлять следующим образом. We'll actually be searching for ourselves. То, что если мы будем искать себя, And first we ask, so we look in 7 places for ourselves. мы рассматриваем 7 видов самого себя. Ourself means our ego. Сам я, сам, это значит наше эго. First we look among our aggregates, that is our body and mind. Сначала мы смотрим на наши сканхи, что на наше тело и на наш ум, To see if my ego is absolutely identical with my body and mind. рассматривая то, что действительно ли я или наше эго полностью тождественно нашему телу и нашему уму.
Second, we look to see if our ego or I is completely different from our body and mind. Второе, мы рассматриваем наше эго или я, так называемое, полностью ли оно отлично от нашего тела и нашего ума. Third, we look to see if our ego or I is somehow kind of mixed among our body and mind. И третье, мы смотрим, это наше я или наше эго, она является ли она сочетанием нашего тела и нашего ума. And then the other way, that our body and mind is somehow mixed with our ego. И с другой стороны, мы рассматриваем, может быть, и наше эго, она каким-то образом смешана с нашим телом и нашим умом. And the fifth way we examine or look is to see if our ego is actually possessing our body and mind. И далее мы рассматриваем, хозяйничает ли наше я или наше эго нашим телом и нашим умом. And the sixth way we look or examine is to see if our ego is the collection of our body and mind. Далее мы смотрим, является ли наше эго собиранием, сочленением нашего тела и ума. And the seventh way we look is to see if our ego, our self, our I is the same as the shape of our body. И далее мы смотрим, наше эго или так называемое я является ли формой нашего тела. So you can kind of reflect on these 7 points, Таким образом мы проходим через эти 7 видов, trying to see exactly what is this ego. стараясь найти и понять действительно, что такое наше я. Again, the 7 points in brief are: И если говорить вкратце по поводу этих 7, is the ego identical with the body and mind? идентифицируется ли я, наше эго с нашим телом и умом? Is it different? Является ли оно чем-то отличным? Is the ego among the body and mind? Является ли эго хозяином нашего тела и ума? Is the body and mind among the ego? Либо наоборот, Is the body and mind possessing? Excuse me. Is the ego possessing the body and mind? хозяйничает ли эго нашим телом и умом? Is the ego the collection of the body and the mind? Является ли эго собранием нашего тела и ума? Is the ego the shape of the body? Является ли эго лишь образом нашего тела? Reflect this way if you're comfortable, if you've had some background. И думайте следующим образом, если вы уже до этого таким образом измышляли. Otherwise, just try to reflect on this wisdom to the best of your ability. И если нет, то, пожалуйста, как можете изо всех сил, просто концентрируйтесь на мудрости. You might think that nothing is independent as it appears. Вы можете думать, что ничто не является независимым для своего проявления. Everything is interdependent. Все является взаимозависимым. This is another way to reflect on the Buddhist wisdom. Это другой способ размышления о буддийской мудрости. So please do this for just a few minutes. Думайте об этом несколько минут. And now please remember that this vajra at your heart symbolizes the ultimate bodhicitta, the wisdom of Shunyata. И помните о том, что ваджа в вашем сердце, которая символизирует собой абсолютную бодхичитту. And now we'll finish our meditation, but we'll keep that visualization
of the bodhicitta and the wisdom in the form of the moon disk and the vajra at our heart. And in the future, every so often, we'll remember that and reflect on that bodhicitta and that wisdom. И даже после того, как мы закончим медитацию, необходимо помнить наличие этой ваджи и лунного диска бело-золотистого цвета, который представляет собой мудрость и бодхичитту. Буддийскую, они продолжают оставаться у вас в сердце, и необходимо иногда памятовать об этом. So please stop your meditation. Заканчиваем медитацию. This vajra and mundis that we have at our heart is actually the seed of our enlightenment. Вот эти вот ваджа и лунный диск, которые мы представляли себе в сердце, на самом деле они являются семенами просветления. Sometimes this is called tathagarbha. Иногда они называются татхата-гарба. This is the Buddha nature. Или природа Будды. It's the actual seed of becoming enlightened. Это, Enlightened or becoming a Buddha. это семена, которые, прорастая, могут нам помочь стать просветленными или Буддами. And we all have this. И у нас у всех они есть. Even the mosquitoes. Даже у комаров. So next time a mosquito is buzzing around our ear or landing on our arm, please reflect about this seed of enlightenment that's also in the heart chakra of the mosquito. И в следующий раз, когда комары будут вас доставать, будут летать вокруг вас или садиться к вам на руку с целью укусить, пожалуйста, вспоминайте о том, что у него также в сердечной чакре присутствует этот потенциал. Или в следующий раз, когда вы хотите подраться со своим партнером, пожалуйста, памятуйте или вспоминайте о том, что у него также в сердце присутствуют эти семена потенциала стать Буддой. В следующий раз, когда вы увидите незнакомца, пожалуйста, помните о том, что у него также присутствуют эти семена, которые, прорастая, могут стать Буддой. И памятование о том, что у него так же, как и у вас, есть точно такие же семена, сделает вас ближе друг к другу. Это сила бодхичитты. Я на этом завершу разговаривать. Может быть, у вас возникли какие-то вопросы, комментарии? Я впечатлен. Может быть, вы все еще находитесь в глубокой медитации? Потому как вчера вы так активно спрашивали, задавали вопросы, а сейчас их нет. И это чудесно. Я надеюсь, вы не заснули.
Мгм. She asked this yesterday woman who asked question about how to encourage young generation or that people who is already 20 years old, for example, to over 20 years old, to encourage them to study Buddhism, to study meditate. How to encourage it? Is it possible? Thank you. This is a very important question. Спасибо большое за ваш вопрос, он очень важен. And I think that we have to tackle this problem from several different angles. И нам необходимо рассматривать данную проблему с нескольких точек зрения. Firstly, I think we can set an example for the young people Вначале для молодого поколения мы должны сами показывать пример. by practicing ourselves. То есть мы должны практиковать сами. And as we practice ourselves, slowly over time, we'll become, more gentle people. И если мы сами практикуем в течение длительного периода времени, постепенно мы сами станем более добрыми людьми. Maybe even a little wiser. Может быть, даже еще лучше. We might smile more. Может быть, мы начнем больше улыбаться. And the young people are going to notice this. И молодые люди, они заметят это. They're going to say, Mom, what happened to you? И он спросит: мам, что с тобой случилось-то? They're going to start to be curious То есть таким образом будет заинтересованность определенная. and maybe start to, take an interest. И может быть, таким образом в результате этого он будет заинтересован. Second, I think it's very important that all of us support this new project that's been going on since 2010 to educate our children in Buddhist religion and Buddhist ethics, way of life, good way of life. It's happening in the 4th and 5th grades. И второе, может быть, нам необходимо помогать продвижению этого пилотного варианта, который ввели недавно в школах, на данный момент в 4 и 5 классе, когда дети имеют возможность изучать буддийскую этику в школах. Это говорится об оргсе, по-моему, классах. Some of you may be teachers in that program. Может быть, кто-то из вас является учителем и участвует в данной программе. Others may have friends or teachers in that program. Другие люди могут быть сами лично знают этих людей, учителей, либо у них есть друзья, которые знают их. So please support the teachers and support this program as much as you can. И, пожалуйста, поэтому помогайте учителям и помогайте этой программе изо всех сил. Whether you have access to the press, Допустим, у вас есть определенные связи в прессе, to your friends, to your Facebook. или друзья, например, в Фейсбуке. Support this project. Very, very important. Помогать этому проекту очень важно. And hopefully this will expand in the future if it's successful. И, возможно, он разовьется в будущем, этот проект, если он будет удачным. So that this ethical education will enter more than will not just be given to the 4th and 5th grade students, but to all grades. И благодаря этому возможно, что в будущем данный вид, данный предмет, как этика, он будет преподаваться не только для учеников 4-5 классов, а для всех классов. You can't force young people to do anything. Потому как вы не можете заставить молодых людей делать то, что им неохота. Usually. Обычно это так. They kind of have their own minds. Потому как у них собственное есть мнение. But you can set example. Но вы можете показывать пример. And you can also inform them how relevant Buddhism is to the 21st century. И вы можете также объяснять, как близок буддизм к 21 веку, именно, к жизни в 21 веке. Sometimes people who are a little bit critical, they think this is something, that belongs to centuries ago and it's not part of the modern world. Потому как некоторые люди думают, что буддизм, он принадлежит к какой-то древней традиции, и это не то, что можно практиковать в современном мире. Мы можем объяснить молодым людям, что вообще-то буддизм состоит из 3 компонентов. То есть есть наука об уме или буддийская психология.
И у молодых людей обычно бывают очень сильные эмоции, даже приводящие к тому, что они иногда выглядят как буйно помешанные. So Buddhism, in a very deep way, offers, kind of solutions or guidance how to deal with these out of control emotions. И буддизм предлагает пути решения именно вот этих вот проблем, которые связаны с эмоциями. Then there's the Buddhist philosophy that tries to go deeper into understanding the nature of reality. Далее есть буддийская философия, которая позволяет нам на глубинном уровне работать и анализировать с окружающим миром. And a lot of the young people that have an interest in science will like this aspect, this philosophy of reality. И если молодой человек, он интересуется наукой, вполне возможно, что его заинтересует именно этот аспект буддизма. And I think lastly, we can remind our young people that in the world in general, young people are now starting to take a tremendous interest, not all, but many, in Buddhism, particularly the psychology and philosophy. И можно также сказать молодому человеку, что сейчас в современном мире очень много людей молодого возраста весьма сильно интересуются именно этими двумя компонентами, составляющими буддизм, как буддийская психология и буддийская философия. И поэтому очень много молодых людей сейчас посещают разнообразные встречи. Some of the songs are, the topic is Buddhism. Some of the songs, the topic is freedom in Tibet. И так как молодые люди, они любят слушать музыку, допустим, и очень много сейчас выходит песен именно на буддийскую тематику, а некоторые из них, конечно же, по поводу свободы Тибета. So lots of young people meet kind of Buddhism this way through music. И таким образом получается, что многие молодые люди встречаются с буддизмом через музыку. Very important question. Thank you. Спасибо за ваш важный вопрос. So she told him yesterday that she wrote down everything, all the notes, and she know how now can explain a little bit how to meditate. Would he is interested, but he told that he's not interested in it because he don't need it right now, and maybe it must be set on in genetic level. Yeah. In our DNA level. Yeah. She's speaking about her son. Yeah. I would not force him. Я бы его не принуждал к этому. Set an example. Просто покажите ему примером своим. He's told you that he's not ready now. Может быть, он сказал, что ему это не нужно сейчас. So he's left the door open a little bit. То есть он оставил дверь приоткрытой. Mama, maybe later I'll be ready. Мама, может быть, я позже буду готов к этому. So set a good example for him. Просто покажите ему это все с помощью примеров. In your life, so he can see what are some of the fruits of meditation and practicing this Buddhism. В своей жизни, чтобы он видел действительно, какие плоды, положительные плоды приносит медитация в вашу собственную жизнь. That's the best we can do. Это то, что мы можем сделать. Скажите, пожалуйста, как заканчивать медитацию? Как заканчивать медитацию? How should we finish our meditation? When we finish our meditation, we dedicate. Когда мы заканчиваем медитацию, мы делаем посвящение заслуг. Понятно. А вот сейчас, например, мы визуализировали учителя, а потом Перестали. куда он раствориться должен в свете или что? Right now we visualized our teacher at the Vajradhara forum, and what should
happen with our teacher? Should it disappear just or? No, you don't have to, you know, when we stop our meditation, we stop doing our visualization. То есть необходимо понимать, что когда мы заканчиваем медитацию, мы заканчиваем визуализировать. But the teacher in the form of Vajradhara is still there. Но учитель в виде Ваджрадхара, он все равно присутствует. And this Dorji and moon disk at our heart is still there. И вот этот ваджра на лунном диске, она также продолжает оставаться в нас. So when we stop our meditation, we stop that visualization. То есть, когда мы заканчиваем медитацию, мы заканчиваем визуализацию всего лишь. But sometimes we return to it. We remember, oh yes, I have this Dorji and moon disk at my heart, and there's my Lama in the form of Vajradhara in front of me. Reflect on these things. И иногда просто мы возвращаемся к этому, мы вспоминаем, что действительно ваджа на лунном диске, она действительно находится в нас, нашей сердечной чакры, так и продолжает оставаться, находиться там. И наш учитель, он также остается перед нами в образе Ваджрадхары. Мы просто об этом памятуем иногда. And reflect on the meanings. И необходимо помнить о значении вот этого всего. So the moon disk means the meaning, it symbolizes bodhicitta. То, что лунный диск, он символизирует собой бодхичитту, And the Vajra symbolizes shunyata, wisdom. и ваджа, она символизирует собой мудрость или постижение пустотности. And then sometimes reflect on bodhicitta and wisdom. И иногда вспоминать о бодхичитте и мудрости. When you think of your Lama in front of you in the form of Vajradhara, think of the kindness. И когда мы представляем себе учителя в форме Будды Ваджрадхары перед нами, помните об его доброте, The kindness of your Lama. доброте вашего учителя. And the qualities of the Lama and the qualities of Vajradhara, essentially bodhicitta and shunyata, the compassion and wisdom. И то, что истинные качества учителя, либо истинные качества Будды Ваджрадхары, это и есть именно абсолютная бодхичитта и абсолютное постижение мудрости. So try to keep bodhicitta and shunyata close. То есть постарайтесь держать бодхичитту и шуньяту близко к себе, A little bit like good friends как хороших друзей, that you don't have to separate from. от которых вы не хотите находиться далеко. Please. Значит, у меня такой вопрос. Мне хотелось бы услышать ваш прогноз по поводу философии, может быть, в том числе и буддийской философии. Дело в том, что когда я училась, я родилась в стране, в которой философы занимали нишу, элитарную нишу. То есть это были, марксистская, да, насколько я понимаю, я была ребенком тогда, может быть, я неправильно понимаю, марксистская философия, да, марксистские философы. Это была некоторая элитарная каста, да, которая обладала какими-то и духовными благами, и материальными благами, да, по отношению к другим людям. Потом времена поменялись философы, и я поступила на философский факультет отделения психологии. И как раз наблюдала вот этот процесс, когда отделился факультет психологии от отделения философии, и факультет философии стал менее популярным. И насколько я сейчас знаю, может быть, у меня знания неверные, поправьте меня, да, если кто лучше знает. Сейчас факультеты философии, они не популярны, они считаются... Маленькая поправка, западная философия. Да? Вы имеете в виду? Ну, я не помню, в советские времена какая была марксистская философия, какая. А вот сейчас у нас вообще факультеты философии, они же не популярны, они не наполняются, их сокращают, насколько я знаю. Прогноз. Я прошу прогноз. Будут ли они еще дальше по его поводу... So the question is that at previous time the faculty of philosophy have been very popular, but nowadays not so popular. And what do you think? What will be in the future with this philosophy in general, and particularly with philosophy, with Buddhist philosophy? Yes, we just had a discussion a few days ago with the rector of the Kalmykia State University. Несколько дней назад мы разговаривали с ректором Калмыцкого государственного университета. I was invited, I gave a talk there to the students, as I do the last few years. И меня пригласили прочитать студентам небольшую лекцию, как я делал в течение нескольких лет, когда я приезжаю сюда.
and they're in the process of setting up some kind of a Buddhist department, Buddhist studies department or section within the university. И вставал разговор по поводу открытия факультета или отдела буддийской философии в университете. In the last maybe 20 years in USA, Canada, many European countries, Australia, and in India, И вот за последние примерно 20 лет очень многие университеты США, Канады, Индии и других стран many universities have set up departments or sections of Buddhist studies. во многих университетах данных стран открылись департаменты или отделы или факультеты по изучению буддизма. It's become rather popular among students in many places in the world, Buddhist studies, Buddhist philosophical studies. И также вот, изучение буддийской философии становится очень популярным не только среди ученых, так сказать, но и среди простых студентов. And I hope and I think that over the next 5 or 10 years we're going to see the same thing happening in Kalmykia. И я надеюсь, что через 5 или 10 лет такие же вещи появятся и в Калмыкии, то есть факультеты. Possibly in other universities in Russia, because remember, Russia has produced some great Buddhist scholars over the last century, century and a half. И вполне возможно, что такие факультеты появятся и в других университетах России, потому как вы знаете, что Россия дала миру очень много разнообразных буддологов. And she told about Western philosophy. I see. I don't know. My major in college at UC Berkeley was primarily Western philosophy. И что касаемо западной философии, то я закончил университет Беркли. And I don't know how popular it is among students. I'm not so sure. И насчет вот этого я не знаю, насколько популярна, допустим, философия, классическая философия, скажем. I'm speaking internationally. И в особенности, если говорить в международном масштабе. So I don't really know if it's going to rise in popularity in the future, Western philosophy, or not in the academic environment. И поэтому с точки зрения академической науки я не знаю, насколько популярен и будет ли расти интерес к классической философии. So let's take a short break for about 10 minutes and then we'll come back and we'll finish up the morning. И давайте сейчас на 10 минут сделаем небольшой перерыв, потом через 10 минут вернемся и закончим утреннюю сессию. Before we go, let's dedicate the energy that we've created here this morning. И прежде чем мы ушли, давайте сделаем подношение заслуг той позитивной энергии, которую мы накопили в течение утра. To the enlightenment of everyone, including ourselves. Для того, чтобы достигли просветления абсолютно все живые существа, и мы вместе с ними. And to the long life of His Holiness the Dalai Lama. На то, чтобы долго пребывал и был в здравии его святейшество Далай-лама. And his successful activities. И для того, чтобы он действовал на благо нас. Please take a moment and do that privately. И каждый сам посвятите заслуги. Хорошо. Please come back in 10 minutes. Возвращаемся через 10 минут.